Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 5 марта, и сегодня мой первый обзор будет не сводка с фронтов. Ну, я уже говорил, что я буду стараться по утрам делать некие обзорные материалы, которые касаются, безусловно, событий на Украине, в которых я буду пытаться разобраться, что реально происходит вне зоны боевых действий, что происходит в умах, что происходит в городах. Ну и, соответственно, к чему мы можем быть готовы не сегодня, завтра, а когда-нибудь там через месяц, либо через год. Знаете, очень часто мне сегодня, вот после того, как начались события на Украине с 24 февраля, задают вопрос: неужели вы не видите, как люто украинцы ненавидят русских? Неужели вы не понимаете, что это навсегда, по-другому уже не будет? Знаете, нет, не понимаю. Вернее, я отлично понимаю, как работает механизм оболванивания людей. Я, например, отлично вижу, как за несколько лет тотального вымывания мозгов меняется их настрой. А еще я, как инженер, тоже отлично понимаю, что стоит включить тумблер в другую сторону, и процесс пойдет вспять. На самом деле психология человека уже давным-давно изучена, переизучена, описана еще в 60-70-е годы. И по большому счету современный человек, если он не критически мыслящий, а в 90% случаев это не критически мыслящие люди, это биоробот, которого как запрограммируешь, так он и будет действовать. Мне неприятно говорить эти слова, но, к сожалению, на сегодняшний момент это факт. И на самом деле, как работает этот механизм, я могу показать уже на примерах. На конкретных примерах городов: Бердянск, Мелитополь, Херсон. Везде здесь происходят одни и те же процессы. Ну, для начала, для понимания, далеко не все население этих городов, причем большая часть населения этих городов, не ненавидят русских. Просто они привыкли бояться. А те люди, которые реально ненавидят, они меньшинство, но они привыкли, что они наверху, и они могут все. Если мы обратим внимание на первые события из этих городов, то мы увидим, что вот эти меньшинство, которое привыкло, что их боятся и они могут делать все, вышли на так называемые проукраинские митинги. И везде они показали, что они абсолютное меньшинство. Именно по этой причине такие митинги очень быстро были свернуты. Причем сразу скажу, это что касается городов юга и востока Украины. Естественно, в центре, тем более на западной Украине, ситуация выглядит совершенно не так. О них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас мы говорим о городах юга и востока Украины. Но попытки запугать остальное население, они не останавливались. Когда в города прибыла российская гуманитарная, помощь, затаившиеся националисты, обратите внимание, которые не захотели выходить с коктейлей Молотова, они просто сидели в домах. Они искренне ненавидят Россию, но они привыкли ненавидеть ее в фейсбуках, но не с оружием в руках. Об этом мы еще поговорим ниже. Так вот, вот это меньшинство пыталось запугать остальных жителей города: не дай бог вы возьмете российскую гуманитарную помощь, вы будете предателями и мы вас накажем. Да, какое-то время, там первый день это действовало. А на второй день это уже перестало действовать. Более того, в том же Мелитополе уже вчера огромное количество людей вышло за российской гуманитарной помощью и говорили спасибо россиянам за то, что они спасают их от голода. И уже вчера вот эти вот так называемые патриоты даже не стали выходить на акцию протеста против раздачи гуманитарки. Это тоже уже перестало работать. Но пока это работает в Херсоне. Но только до поры до времени. Дело в том, что в России это прекрасно понимают, какие процессы в мозгах людей происходят, вследствие каких факторов они идут туда либо сюда. И я вижу по первым действиям, что Россия и в этом плане очень неплохо подготовилась. Одним из первых действий российских властей в том же Херсоне, Мелитополе, это было снесение всех украинских телеканалов и создание сетки вещания российского телевидения, которая, а я как инженер понимаю, что другого варианта просто быть не может, со временем, знаете, как программист перешивает оперативную память, да, со временем перепрощет и мозги тех граждан, которые попадут в зону вот этого поля. Да, безусловно, на скорость перепрошивки мозгов будут влиять разные факторы, в том числе обстрелы городов, разрушения в родном городе. То есть это все будет замедлять эти процессы. Но будут и те процессы, которые будут ускорять восстановление инфраструктуры, а со временем и улучшение жизни в городах, а еще больше улучшение ожиданий от будущего. Все это будет ускорять эти процессы. Причем нынешние власти Украины тоже это все прекрасно понимают. Именно по этой причине сегодня делают все от них зависящее, чтобы города Украины были как можно более сильнее разрушены. Не потому, что они надеются удержать власть, потому что они надеются задержать те процессы, которые, мне кажутся, уже необратимыми. Это неизбежно. Ровно так же, как это работало в одну сторону, ровно так же это будет работать и в другую. Именно по этой причине российские войска сегодня пытаются занять большие территории. В том числе и с тем населением, которое на сегодняшний момент считает, что оно их люто ненавидит и будет ненавидеть всегда. Но считает оно так только сейчас. А 8 лет назад оно так не считало. И через 8 лет оно так считать не будет. Хотя я думаю, что это случится намного раньше.
То есть на самом деле это вопрос всего лишь времени, чтобы люди начали думать совершенно иначе. Это говорит наука. А еще я обратил внимание на очень интересный момент. Президент Зеленский в данном случае, военный эксперт Арестович и прочие ребята, как они комментируют события последних дней, начиная с самых первых дней и заканчивая последними. Вначале ничего у них не получится. Они быстро обломаются. Весь мир с нами, мы выстоим. Через несколько дней риторика начала меняться. Да, они куда-то прошли, но все равно победа будет за нами. Тем более, что весь мир все-таки с нами. Хотя уже в этом тезисе у них появлялись сомнения. Если мы посмотрим последние 2 дня, то мы увидим жесткое разочарование. Зеленский буквально вчера открыто упрекал НАТО за то, что их бросили. Его карманный военный эксперт уже вторые сутки призывает жителей Украины готовиться к тотальной войне. Потому что враг прошел очень далеко и надо сделать так, чтобы он не смог на территории закрепиться. Причем во власти видно уже разочарование не только западными союзниками, но и скоростью продвижения российских войск. Тем более, что уже даже первые крысы побежали с корабля. Вчера пришло очень интересное сообщение из Черкас, когда мэр города сказал, что вот у нас из города убежал наш прокурор. Написал заявление об отставке и сдриснул. Сдриснул пока во Львов, потому что через границу, естественно, его не пустят. А за день до этого генеральный прокурор Украины Венедиктова сообщила о том, что это явление, что такие случаи не единичны, они уже стали массовыми. А еще я хочу обратить внимание на очень интересные обстоятельства. Обратите внимание, как сегодня не особо-то видна роль СБУ. Именно СБУ должна возглавлять борьбу с противником в тылу. Но сегодня в тылу в первую очередь работают отряды так называемой самообороны. А роль СБУ, она вообще незаметна. И вы знаете, мне кажется, что это связано с тем, что именно в первую очередь офицеры СБУ прекрасно все понимают. Они прекрасно видят, куда все катится, чем все это закончится, и они просто готовятся к новому времени. Когда надо будет приспосабливаться к новой жизни. То есть офицеры СБУ, как и прокурорский, прекрасно видят ситуацию, потому что у них намного больше информации, и они, естественно, не верят в тот бред, который несут из зомбоящиков. То есть о чем я хочу сказать? На фоне всей вот этой истерии, которая поднялась в последние дни, патриотическая истерия, а кстати, я еще очень много вижу среди знакомых, друзей, иногда уже бывших друзей, я вижу очень интересную картину. Все они в интернете везде топят за то, чтобы все, война до победного конца, геть москалей и так далее. Но среди моих знакомых только один человек записался в тероборону. А еще они все дружно прячутся от мобилизаций, переселились на запасные квартиры, чтобы мобилизация их ни в коем случае не коснулась, ждут, чем все это закончится. А потом они, как и обычные обыватели, будут просто приспосабливаться к новым обстоятельствам. Потому что психология человечества, она одинакова для всех. И люди, которые смотрят на процесс со стороны, особенно с очень высокого уровня, все прекрасно понимают, все прекрасно видят. И, как я вижу по первым действиям российской власти, готовятся к очень долгой борьбе за возвращение умов украинцев. Вот примерно то, что я могу сказать по этой теме. Кстати, тоже очень интересное наблюдение я вижу внутри российского общества. И сделаю тоже отдельный материал, каким изменениям внутри этого общества привели в том числе и санкции Запада против России, а также та информационная атака, которую сегодня очень жестко проводят не только украинские так называемые кибервойска, но и кибервойска условного Запада. На самом деле результаты очень и очень примечательны. Поэтому рекомендую дождаться этого выпуска. На этом пока все. До свидания. Думаю, следующий материал будет посвящен уже военной сводке. Всего вам доброго.